Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня мы рассмотрим синтезатор от компании Korg Nautilus. Это очень мощная рабочая станция, которая произведена в Японии. Выводы сделайте сами. Одна из самых мощных фишек этого инструмента – это его 9 звуковых движков. То есть, когда мы используем, например, пианино, работает звуковой движок, который акцентирован именно на сэмплировании. Когда мы играем какие-то синтовые вещи, в зависимости от того, какой именно звук, там FM-синтез, отдельный движок, там осцилляторная составляющая, отдельный движок, и вот так вот там барабаны, отдельный движок на это. Учитывая то, что здесь 9 движков, мы понимаем, что при работе в секвенсоре синтезатор будет легко воспроизводить, не будет никаких лагов. Вы можете максимально нагружать ваши миксы, и здесь есть секвенсор, 16 треков MIDI и 16 треков аудио. Это очень круто. Что касается эффектов. Шин эффектов огромное количество. Арпеджиаторы, драм-машинки, быстрые, кстати, клавиши доступа. Тут, в принципе, не так много всего на основной панели, но в центре мы видим огромный тач-дисплей, цветной, понятный. Все очень структурировано, довольно-таки логично, и в нем разобраться достаточно легко. Мы не сможем вам дать полную гамму обзора этого инструмента, так как это действительно мощная штука, и вот туда заныривать можно бесконечно. И это очень классно, потому что у вас большие перспективы для вашего творчества, использования его в лайве и так далее. Хочется сказать про выходы и входы в этом инструменте. Здесь огромное количество выходов. Это действительно так. Здесь есть выход на наушники, основные левый и правый, и еще 4 дополнительных. То есть основных балансных выходов 6 штук. Это очень здорово. Получается, вы можете барабаны назначить на отдельный выход, басовую часть на отдельный, пэды в еще дополнительные выходы. И для вашего звукорежиссера будет удобно все это микшировать. Да и при записи в аналоге это очень удобно. Также есть аудиовходы, их 2. То есть вы можете записывать и моносигнал, сэмплировать его, и стереосигнал. Это очень круто и классно, что это не просто мини или стерео джек, а именно 2 отдельных входа. Также 3 разъема для педалей. Педаль назначаемая, свитч-переключатель и демпер, то есть педаль сустейна. MIDI-вход, MIDI-выход и сквозной выход MIDI. Также USB. И, кстати, этот инструмент может использоваться как аудиокарточка. Также есть разъем для флешки USB. Имеется раздел медиа, и тут полноценный плеер для воспроизведения. И когда вы находитесь в патче комби, отдельный микшер-канал, который управляет громкостью входящего аудиосигнала. Как с компьютера, так же и с флешки, так и с входа джекового. Все это отдельно можно подрулить. Это потрясающе при использовании минусовок в живой игре. Очень крутая штука — это плейлисты в этом инструменте. Смотрите, на основной панели, либо через кнопку «Мод», мы выбираем
нужную нам конфигурацию. Вот, например, нажимая клавишу «Мод», мы видим разделы «Set-List», «Программа», «Комбинация», «Секвенсор», «Сэмплинг», «Global», «Media». Выбираем «Set-List». И видим много окошечек. Здесь можем сразу выбрать отображение этих окошек. Все 16 слотов, 8 более собранные, чтобы вам не мельтешило. Или, там, если вы используете всего лишь 8 слотов, это удобно. Либо вообще 4 основных. Итак, выбираем 16. В чем главное преимущество, на мой взгляд? Это плавный переход от одного к другому. При этом вы же можете настроить нужные вам позиции, а тут достаточно много разных настроек. И включение барабанов, и арпеджиатора. Где-то они должны быть включены, где-то они включаются после этого. Какие-то настройки, там, допустим, фильтров и эквалайзеров. Все это вы сохраняете и назначаете на определенный слот в этом сет-листе. Одним нажатием вы переходите на это звучание, и предыдущий звук продолжает звучать. Это опять же таки благодаря вот этим 9 движкам. Так как звучит предыдущий движок, синтезатору не напряжно перейти на следующий, даже более нагруженный патч, при этом оставив звучание предыдущего патча полноценно в мягком переходе. Давайте снова проверим. Например, перейдем от вот этого прекрасного электропианино Mark I к джазовой композиции с использованием акустического баса и тоже электрофона. Кстати, обратите внимание на динамический диапазон звучащих инструментов и сколько нюансов в каждом инструменте звучит. То есть такое реальное ощущение, что играет настоящий контрабас. При том, что есть секвенция. И я могу добавить еще свои ноты и динамику. Потрясающе. Мы продолжаем разбор сет-листа, и следующая вкладка – это Mixer. То есть здесь на вкладке Play вот эти как раз слоты основных звуков. Далее Mixer, и здесь мы видим громкость всех возможных сигналов, используемых в этой программе. Итак, 2 осциллятора. У нас такой саб-бас. Здесь мы его быстро можем отрегулировать по громкости. Перейдя в режим Equalizer Send Mute Solo, здесь опять же таки в нужный момент вызвать соло либо мьют какого-то из инструментов. Также включить-выключить быстро сенды, настройки эквалайзеров и так далее. Это удобно. Обратите внимание, вот наши первый и второй входы аудио. Аналоговые. Здесь мы их тоже можем включить. Просто, например, микрофон, гитару. И отрегулировать по громкости прямо в клавишах. USB-шина. Опять же, стереосигнал, который идет через USB. Раскидан влево и вправо. И по громкости вы можете это отрегулировать. Это очень здорово. И следующая вкладка – это графический эквалайзер, который, обратите внимание,
находится прямо в основном меню сет-листа. То есть раз, два, три. И вы видите, какая там кривая назначена. Ну, вот так, чтобы было наглядно. Я убрал низ. Мы включаем барабаны. Ну и слышите, да, что это абсолютно срезанный низ у барабанов. И теперь мы, ну, что-то поиграем немного. Тоже удобно при живой игре, быстрый доступ к подобным функциям. Следующая вкладка – это арпеджиатор и барабаны. Очень интересная штука. Здесь вы можете включить-выключить основные арпеджиаторы, удерживание их, так же, как и с кнопок. Видите, они дублируются. Я нажимаю сюда ARP, и здесь загорается. Ну, тут как удобнее, да, использование клавиш или тач-экрана. И вы видите 4 основных окошка. Настраиваются они отдельно в другом меню, а вот управление – это, грубо говоря, 4 вариации развития. Давайте послушаем. Итак, как вы слышите, меняется рисунок. И здесь, кстати, отображается, что конкретно звучит на разном из пресетов. Вот, например, на первом пресете арпеджиатор на звук полностью выключен, а в драм-секции стоит пресет Trap 0.1 BPM 140. Следующая секция включается хип-хоп бас, партия для баса. И следующий другой пресет барабанного ритма для барабанов и так далее. Помимо этого есть быстрые настройки гейта, velocity, length, swing и drum SD. Вот если с гейтом, velocity и так далее все понятно, это классические настройки арпеджиатора. Drum SD — это очень интересно. Послушайте, как этот параметр меняет вообще рисунок барабанов. Итак, выберем вот второй пресет. Мы нажимаем на клавишу и видим, что в этом окошке появляется такая желтенькая полосочка, обозначающая, что мы сейчас будем вращать именно этот параметр. Итак, убираем его в позицию 0, включаем. Это здорово. То есть мы слышим, что меняется SD, это снейр. То есть в процессе вы можете очень быстро поменять нужный вам звук барабанов, либо вообще и поиграться им. Это классно. И следующая вкладка Tone AGA. Здесь забиты разные параметры, опять же, которые заранее забиваются, и тут эффектов вообще куча. Например, мы видим реверс, тюн, фильтр LFO, LFO на блок усиления, транспозера 2 штуки, какой-то MS, VS, D-Kit, ну, то есть что-то было подготовлено отдельно, какой-то очень сложный эффект, драйв, фильтр котов, резонанс и эквалайзер. То есть вот уже, в принципе, на данный момент очень много разных
штук, которые можно использовать, и еще и что-то назначено на данные регуляторы. И в данный момент мы можем включать еще дополнительные параметры. Итак, поехали. В общем, это очень крутые возможности. Сет-листы — это действительно быстро, удобно, как мы вам уже показали. Только в одном разделе у нас есть доступ к переключению патчей, микшер, эквалайзер, арпеджиатор, тон, ADJ. Помимо этого есть еще один раздел, который называется Quick Access. Это быстрый доступ к вашим самым чаще используемым настройкам. Например, здесь на букву A назначен выход как раз на сет-лист. А нажимая B, мы попадаем именно не в категории, а в основное меню патча программы. Мы сразу видим здесь, что используются два осциллятора, доступ к фильтру, эквалайзеру, драйву, панораме, LFO. И здесь обратите внимание, в чем удобство. Например, я выбираю LFO 1, что-то здесь настроил, в процессе понял, что мне нужно зайти в осциллятор LFO 2, нажал на более детальную настройку, выбрал форму волны и так далее. И теперь, чтобы не нажимать, сколько получается, 3-4 вкладки назад на клавишу Exit, я снова нажимаю клавишу B и попадаю снова в то же меню. И теперь снова могу зайти во второй осциллятор, снова найти нужный мне звук, нарулить его. Нажимая клавишу B, я снова возвращаюсь. Это очень удобно при работе. Например, мне нужен, опять же, секвенсор. Я нажимаю клавишу C и попадаю в секвенсор. Смотрим дальше. Например, вот эти три клавиши D, E, F здесь назначены следующим образом. Нажимая D, вы попадаете в выбор категории и, опять же, основное меню, а F – сохранение патча, всех изменений, которые вы нарулили. Эти настройки вы можете назначить сами. Например, вы чаще всего в лайве используете настройки арпеджиатора. Назначаете на одну из этих клавиш и в реальном времени вызываете арпеджиатор. Что-то настроили, закопались, снова нажали, снова там нужен снова звук, патч, перелистнули, сет-лист. Это делает этот инструмент очень удобным в использовании. Едем дальше. Снова нажимаем клавишу Mod и попадаем вот в это основное меню. Сет-лист мы уже разобрали, Quick Access мы посмотрели. Комбинация и программы. Вот кто знаком с техникой Korg, синтезаторами, очень хорошо знают и программу, и комбинацию. Но, возможно, вы впервые видите архитектуру подобного инструмента. Я вам скажу. Программы — это основные патчи звуков. Здесь вы можете выбрать, например, орган, и будет здесь звучать только орган. Там, допустим, трубы, и это только трубы. Комбинация — это подразумевает в себе многослойность. Вот обратите внимание, я просто нажал на звук гитары, Metal Guitar Split, и здесь мы видим 8 патчей звуковых из программы, которые занесены здесь. То есть вы можете взять какой-то звук, сохранить его в пользовательский патч, добавляете его в уже какой-то из существующих 8 вот этих слотов, либо вы выбираете следующие, и их вообще 16. То есть вы можете сделать один патч, который будет состоять из 16 звуков, и там будут и барабаны, и арпеджиаторы различные, и разделение клавиатуры чуть ли не по каждой нотке. Опять же, назначая на каждый из них транспозер, и, к примеру, или там только эффект, только на одну ноту, и
там только, например, insert. Или там send весь идет только на барабаны. И это очень круто. Итак, давайте для начала рассмотрим программы и хотя бы поймем, как работает поиск инструментов в этом синтезаторе. Нажимаем программу и видим синтезатор. Кстати, мне очень нравится, как здесь визуально все выглядит. Мы видим синтезатор POLYS-X, и он действительно и по цветовой гамме похож, и по крутилочкам. И, соответственно, нажимая на него, вот, у нас появляется POLYS-X EX, где все контроллеры, так же, как и в оригинальном POLYS-X, расположены. Мы нажимаем на каждую из них, и вот этой ручкой можем, например, покрутить фильтр. Либо, кстати, можем назначить на одну из клавиш в разделе вот этих нобов. Здесь есть раздел User, где настраиваются нужные вам настройки именно в этом патче. И это удобно. Далее мы нажимаем вот на эту стрелочку и попадаем вот в такое меню. Это тоже классическое меню вот для коргов. Здесь разделы по основным звукам. Мы видим пианино, органы, струнные, духовые, басы и так далее. И вот пользовательский банк. Ну, давайте послушаем струнные, мы их еще не слушали. Кстати, почему-то первыми идут синтезированные струнные. Вот этот патч классный. Давайте послушаем, как звучат живые. И тут, кстати, сверху, опять же таки, помимо категории основной, есть подписки. То есть все струнные, если вам удобно так листать. Дальше соло-инструменты, например, соло, виолин, пицциката. Ансамблевые. Послушаем здесь, например, вот этот патч, Classic Strings. Или вот Big Camera Strings, например. Это очень круто. Если поиск по категориям и по подкатегориям, он достаточно понятен, давайте я вам покажу, как использовать поиск, который есть далеко не в каждом инструменте. Нажимаем на лупу и попадаем вот в такое меню, где можем написать какое-то основное значение слова. Вот вы, допустим, запомнили какой-то патч. Вот я помню, что здесь есть классный бас, трэп-бас. Ну, где же его искать долго, да? Я набираю trap, find. И появляется long trap bass. Окей. Например, мне нужна акустическая гитара. Я стираю то название, которое было до этого, и пишу. Акустик. Find. Акустик. Поп-кит мне выдал. Пишу гитара. Find. Вот. Окей. Здорово.
Это был патч из раздела комбинаций. Здесь мы видим также 4 варианта развития секвенсоров, арпеджиаторов, драм-партий. Также здесь есть микшер, в котором есть статус воспроизведения, назначение на MIDI-каналы, громкости, панорамы, быстрый доступ к настройкам ADJ Set, к разделению, какая гитара где играет и так далее. Здесь очень много всего. Вы можете еще назначить отдельно, вот нажав на шестеренку, попасть в более детальные настройки каждого из параметров. Это очень удобно. Итак, где это находится? Также нажимаем клавишу Mod и выбираем вот этот раздел Combination. Здесь опять же таки поиск. Тут немного другие комбинации, но в целом то же самое. Например, Motion Synth. Потрясающие звуки, здесь их огромное количество. Есть патчи, которые уже подготовлены, как, например, Lead Split. В левой руке подклад, в правой какая-то солирующая партия. Или, например, гитара. И... соло-гитара. И так далее. Здесь огромное количество звуков и разных пресетов, которые уже готовы для того, чтобы вы могли сыграть что-то интересное. Ну, давайте возьмем пользовательский банк, выберем пустую комбинацию, и мы видим Grand Piano. Один всего лишь патч. Чтобы выбрать другой звук, мы нажимаем вот на это название и попадаем опять же в выбор категории. Можем через лупу, можем выбрать что-то, что нам понятно, где это находится. Например, что-то клавишное. Возьмем вот такое вот пианино с электрофано. Окей, нам подходит. И добавляем к нему еще один звук. Например, это будет какой-нибудь подклад. Заходим в раздел Slow, берем, например, вот этот. Давайте послушаем, как звучит. Прекрасно звучит, но по громкости громковато. Нажимаем на этот патч и прибираем. В процессе игры вы опять же можете назначить на одну из клавиш Quick Access быстрый доступ к громкости, к микшеру комбинации. И нажав на нужный звук, вы можете вывести его в реальном времени. То есть играя
Итак, мы можем сделать быстрое разделение, используя Quick Split. И здесь мы получаем бас в левой руке и все звучание комбинации в правой руке. Возвращаясь назад кнопкой Exit, мы можем выбрать Quick Layering и также быстро назначить одну из программ. Опять же, здесь выбирая нужную нам, добавляя, например, скрипки. Либо мы можем пойти более сложным путем. Опять же, это нужно для того, чтобы вы настроили более сложный лейеринг. Нажимая на клавишу Page, мы попадаем в основные настройки комбинации. И здесь есть MIDI Filter Zone. И вот тут огромное количество разных значений фильтров MIDI. Их около, их 3 позиции. Здесь и автотач, демпер включенный или нет, портамента и так далее. Действительно очень много настроек. И вот здесь есть такая вкладка Keyboard Zone. Здесь мы можем назначить начальную и конечную точку наших звуков. Например, давайте сделаем первые 2 инструмента, начиная... Вот, до, фа они звучат. Так, назначаем. А бас будет звучать с первой октавы и до ми, до ноты ми. Итак. Теперь педаль работает и на эти звуки, и на эти, но мы можем это изменить, как мы уже говорили. Находим раздел демпер и отключаем со звука номер 3. Нажимаю педаль, и она не срабатывает. А в правой руке педаль работает. И таких возможностей здесь куча. Вы можете действительно настроить как угодно любую комбинацию очень просто и быстро. Опять же, копируя уже существующие, изменяя их, внося ваши изменения, либо создавая с нуля сложные патчи. Тембров здесь, конечно, огромное количество. Все они очень сочные, вкусные. Все-таки хочется поиграть хотя бы на таких базовых звуках. Давайте их послушаем. И начнем Basic Piano Germany. Разновидностей электрофоно тоже просто очень много. Вот посмотрите, сколько хотя бы вариантов звучания Mark I. Несколько звуков органов.
Синтовые звуки. Здесь мы послушаем и lead, fast synth, и slow synth. В завершении этого ролика хочу сказать, что это очень серьезный, профессиональный инструмент, который качественно звучит, легок в управлении, очень функциональный, удобный, как мне кажется, при живом исполнении. И еще хочу обратить немного внимания на корпус этого инструмента. Обратите внимание, снизу находится такая цельная металлическая панель, и она защищает от ударов. И, соответственно, все платы долго будут жить, потому что мы обычно берем инструмент, да, и ставим его на стойку. Тем более, если это техники, они часто стукают инструмент. Тут все защищено. Сверху пластик, он довольно-таки плотный. И обратите внимание на нобы. При транспортировке очень часто эти нобы отламливаются. Здесь же мы нажимаем на кнопки, и все нобы спрятаны. Также очень удобно, например, вы используете вот этот ноб, этот и этот. Ненужные вы можете потопить, и на темной сцене вы точно не промахнетесь мимо вашего нужного ноба. Это удобно. Да и вообще, в целом, он вдохновляет на какие-то творческие идеи, потому что можно копаться хотя бы только в патчах. А потом еще столько возможностей с осцилляторами, с работой, эффектами, шинами, аудиосэмплированием и так далее. В общем, это действительно достойный, крутой инструмент. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Всем пока! Давай, поехали, ладно. Так мило было. Если поиск по категориям и по